Всех приветствую на своем канале. Это у нас вторая часть по вязанию детской сумочки. Где найти первую часть, где мы вязали вот этот вот бабушкин квадрат с 3D цветочком, я оставлю в описании под видео. Что нам понадобится для работы? Это пряжа. У меня это Astra Jeans, где 48% хлопок, 52% акрил, 50 грамм. Вполне достаточно вот этого одного моточка. Вот этот элемент я говорила, где мы вязали. То есть он у нас уже связан. Еще нам необходимо вот такое вот одно колечко. Замочек у меня 18 сантиметров. И крючок номер 2,5. Итак, пока вот этот вот наш элемент откладываем. И начнем вязать и идеальный квадрат крючком, именно столбиками с накидом. Так, делаем кольцо амигуруми. Так, сделали. Заводим крючок и делаем искусственный столбик с одним накидом. Как я это делаю, я уже показывала не раз, еще раз покажу. Провязали, еще раз ныряем, провязали 2 петельки вместе, 1 воздушная петля. Вот это один искусственный столбик, один столбик с накидом. Так, делаем еще один, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Мы сразу вяжем идеальный квадрат. То есть я покажу, как это делаю я. Это один из вариантов. Если вы вяжете как-то по-другому, пожалуйста, это моя версия. 2 воздушные петли. Подтяну немножко, а то мне неудобно. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. Так, еще 3. 1, 2, 3. Так, вот. И чтобы завершить вот эту сторону, так, 2 воздушные петли, завершаем вот эту сторону, то есть провязываем 1 столбик с накидом. И смотрите, как я буду закрывать ряды. Так, вытягиваем немножко петельку. То есть с этой стороны мы тоже провязали 3 столбик с накидом. И вот здесь считаем 1, 2, 3. То есть прям вот сюда, где соединяются у нас 2 вот этих столбика. Мы вот так вот заводим, вытягиваем нашу эту петельку. Вытянули. Теперь сюда же еще одну вытягиваем. Провязали, 1 воздушная петля. Вот так мы делаем искусственные столбики с накидом. Далее суть такая, что в уголках мы будем вязать 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Все остальные вот эти столбики с накидом предыдущего ряда просто будем провязывать. Так, по этому периметру мы только 1 провязали столбик. То есть сейчас вяжем, как у нас будет на углу. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. 3 вот эти провязываем просто как 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Опять уголочки. Вяжем все одинаково, то есть 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. 1, 2, 3. Так, следующий угол. 2 столбика с одним накидом,
2 воздушные петли, 2 столбика и опять 1, 2, 3. И здесь уголочек точно так же. То есть всегда на углах мы провязываем таким вот образом. И здесь 2 столбика. Так, и здесь у нас остается провязать 2 столбика с накидом, так как один мы провязали в самом начале. И вот сюда, вот последний столбик, смотрите, здесь как бы не косичка, а такая полукосичка получается. Еще раз показываю, как мы закрываем ряды. 1, 2, 3. Вот прям сюда. То есть вот эта косичка, которая между двумя столбиками. При таком закрытии получается очень ровный, идеальный переход. Не видно ничего. Сильно не натягивайте. Вот эту полукосичку делайте такой же, как и все остальные. Еще раз сюда нырнули, вытянули, провязали, 1 воздушная петля. И далее следуем такому же принципу. То есть принцип таков, что каждое ребро нашего квадрата идеального, да, будет увеличиваться на 4 столбика с накидом. То есть здесь было изначально 3, потом будет 7, потом будет 11. То есть на углах мы всегда провязываем одинаково. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Соответственно, каждая сторона увеличивается на 4 столбика с накидом. Как переходить, я вам уже показала, чтобы было идеально. Вяжем до необходимого нам размера самостоятельно. Вот я связала свой идеальный квадрат. Видно, переходов у меня нигде не видно. То есть по одному и по другому периметру он у меня получился по 15 сантиметров. Всего это 8 рядов. То есть с одной стороны, если посчитать, у меня получается по 31 столбику с накидом и между ними по 2 воздушные петли. Вот это, как бы сказать, одна часть сумочки, можно сказать, изнаночная, она готова. Теперь переходим вот к этому элементу. То есть я уже говорила, ссылку я оставлю в описании под видео, как я вязала вот этот бабушкин квадрат. Это уже и есть часть, лицевая часть нашей сумочки частично. То есть мы довязали до вот этого уровня, где провязали еще 2 ряда белой пряжи. И нам еще остается провязать 3 ряда. То есть по такому же принципу, как мы и вязали вот тот наш идеальный квадрат. Еще раз покажу. То есть смотрите, не забываем, как мы это делаем, как мы делаем переход, чтобы не видно было никаких переходов. 1, 2, 3. То есть вот эта косичка, которая между двумя столбиками. Сюда заводим нашу пряжу, немножко подтягиваем, еще раз сюда же ныряем, вытягиваем ниточку, 2 вместе провязываем и еще раз 1 воздушная петля. Все, и далее эти 3 ряда вяжем по такому же принципу. То есть довязываем до нужного нам размера, чтобы опять же у нас и с одной и с другой стороны этот наш квадратик был по 15 сантиметров. Вяжем столбики с накидом, увеличивая каждую сторону с каждым рядом на 4 столбика с накидом. То есть вот как мы на уголках вяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. 1, 2. И далее по периметру следуем. Так, я надеюсь, что суть все уловили. То есть по этому периметру, например, у нас здесь было по 19 столбиков с накидом, мы их провязываем на уголках, мы каждую сторону увеличиваем еще на 4 столбика, то есть провязывая 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом.
То есть каждая сторона, провязывая каждый ряд, увеличивается на 4 столбика с накидом. То есть здесь нам надо провязать еще до наших 15 сантиметров 3 ряда. То есть вот это первый ряд и еще 2 таких ряда. Если кто-то не очень понял, напишите в комментариях, я создам подробный мастер-класс, возьму другую пряжу, не белую, более такого другого цвета, чтобы было более подробно видно. Не стесняйтесь, пишите, я сделаю подробнейший мастер-класс для новичков, если кто-то не очень понял. Итак, вяжем самостоятельно до нужного нам размера, расскажу, что делать дальше. Так, смотрите, еще покажу, как закрыть ряд. Когда связали нужный нам размер, провязали последний столбик, обрезаем нашу ниточку, вытягиваем петлю и заводим сюда же. То есть вот косичка между двумя столбиками с накидом. Вытянули. Идем на изнаночную сторону, заводим вот сюда крючок, протянули. То есть и сделали таким же размером, как и все остальные косички. Все, ниточку прячем. Ниточку прячем. Вот у нас две детали. Две детали, они должны быть одинаковыми. Да, теперь берем наш замочек. Так, и сначала мы будем пришивать замочек, а потом соединим вместе эти детали. И вот так вот, складывая вот этот хвостик, вот с самого начала прикладываем и пришиваем просто иголочкой. Смотрите, пришивайте так, чтобы замочек легко ходил. С другой стороны тоже прикладываем вторую деталь, так, чтобы они шли друг напротив друга. И только после этого будем соединять две детали. Так, смотрите, пришила я к замочку две детальки. Вроде аккуратно, ровно пришила. Теперь эти детальки складываются лицом внутрь. Находим здесь, так, чтобы петельки были одинаковые, откуда мы начинаем. Вот. Вот так вот, да, берем нашу пряжу. Я сейчас покажу, как это делаю я. Вы можете делать, ну, как бы можно просто столбиками без накида их соединять. Так, берем одну полупетлю с одной стороны и с другой стороны. Вот так вот в начале сделаем, да. Так, и потом вот так вот и идем. То есть одна полупетля, вторая полупетля. И провязываем их соединительной косичкой. Не столбиками без накида, а соединительной косичкой. Одна полупетля, вторая и косичка. Вот так вот проходимся по всем трем сторонам. Таким образом соединяем две детали. И далее покажу, какую ручку буду вязать. То есть такой ручки не было еще в моих мастер-классах. Она у меня будет тоже белого цвета. То есть, по сути, на всю эту сумочку ушел один моточек. Надеюсь, что мне на ручку хватит. Так, вот таким вот образом идем и соединительной косичкой. Все продолжаем самостоятельно по всем трем сторонам. Сейчас покажу, какой ремешок я буду вязать для этой сумочки. Так, делаем узелочек и провязываем 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. Так, провязали 4 воздушные петельки, разворачиваем наше вязание. Теперь вяжем за вот эти перемычки. Первую пропускаем, начинаем со второй. Вяжем просто столбики без накида. 2, 3. Раз, два, 3 воздушные петли.
развернули вязание, делаем накид. И вот сюда, вот смотрите, раз, два, три, первую самую. Просто провязали полустолбик с одним накидом. Вот так вот вместе провязываем. Делаем снова раз, два, три воздушные петли, развернули вязание. И теперь вяжем, вот смотрите, перемычка и 2 петельки. Вот сюда. То есть делаем накид и провязываем вот сюда. Полустолбик с накидом. Вот так. Опять снова раз, два, три. Развернули вот сюда. Перемычка, 2 петельки, накид делаем. Провязали. Раз, два, три. Накид. Вот сюда. Провязали. Раз, два, три. Накид. Вот сюда. Полустолбик с одним накидом. Все вместе. Смотрите, какой получается узорчик. Я для своей сумочки буду вязать белым цветом. Свяжу необходимую мне длину. Покажу, как я закрепила это на сумочке. Еще раз покажу. Раз, два, три. Делаем накид. И вот сюда. Раз, два, три. Накид. Вот такой вот красивый узор. Вяжем самостоятельно ремешок. Вот такая у меня получилась сумочка. Соединила я 2 детали. Смотрите, и ремешок. Ремешок я все-таки решила сделать желтым. Мне кажется, очень сочетаются цвета. Хотя белой пряжи вот у меня сколько осталось. То есть одного моточка этой пряжи, а здесь 135 метров, вполне хватает на сумочку. Даже если делать ремешок из этой же пряжи. Я сделала из желтой. Мне как-то больше так приглянулась. Длина ремешка у меня 110 сантиметров. Одну часть я, когда начинала вязать, ниточку надо оставить. Если не оставили, не страшно. То есть здесь я просто иголочкой присоединила к сумке, а с другой стороны зафиксировала на колечке. То есть, дабы регулировать длину. Сумочка у меня для ребенка. Связать такую же сумочку можно для взрослого, только сделать размер немножко больше. Вот какая красотка получается. Смотрите. Так что, если вам понравился мой мастер-класс по вязанию такой сумочки, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет еще много чего интересного. Всем пока-пока!